В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем привет! Мы находимся на китайском сервере, и у нас в игре уже появился анонс баннера. Баннера яда. Это у нас получается второй баннер, который связан с героями школы. Первый был призыва, второй вот яда. Давайте посмотрим. Здесь один у нас новый герой, поэтому смотреть много тут нам не придется. Давайте посмотрим, во-первых, как он выглядит. Дизайн, конечно, прикольный. Хорошо сделан. Ну и, конечно же, давайте почитаем навыки. Я их вам уже зачитывал в другом видео, но давайте еще раз. Пассивный навык. Пока герой находится на поле, сопротивление эффектам у всех врагов снижается на 35%. Также на них накладывается дух змеи. Каждый раз, когда враг получает урон от яда, дух змеи автоматически вызывает ядовитый взрыв, нанося врагам в области 3 на 3 урон ядовитым мастерством в размере 120% от атаки. Одновременно на основную цель накладывается состояние змеиный яд длительностью 15 секунд. После чего источник наложения яда и сам герой навсегда получают плюс 2 к мастерству. Эффект суммарно может увеличить мастерство максимум на 200. Змеиный яд — это новый вот яд. Максимум у нас здесь 15 эффектов можно наложить на цель. И он наносит 1200% от мастерства каждые 5 секунд. Напомню, что обычный яд 0,5% от максимальных очков здоровья, при этом ограничение есть не более чем 30% от атаки. Если бы не это ограничение, конечно, было бы совсем другой показатель по урону. Но оно есть, и поэтому вот этот яд обычный по урону проигрывает вот этому яду. При этом яда нужно 40 эффектов, а этого змеиного яда нужно всего 15. Боевой навык. В случайной точке расположения врага на поле создается ядовитый взрыв, наносящий врагам в области 3 на 3 урон ядом в размере 240% атаки и 1200% от мастерства. Также с вероятностью 100% накладываются 3 уровня отравления длительностью 15 секунд. То есть у нас серпентимида, или как ее назовут у нас в локализации, она накладывает и змеиный яд свой, и еще и обычный яд. Интересненько будет, если она одна сможет поддерживать и вот эти эффекты обычного яда, и змеиного яда. И абсолютный навык. После подготовки заклинание наносит всем врагам урон ядовитым мастерством в размере 800% атаки. А поверхность поля боя превращается в ядовитое болото на 10 секунд. Пока действует ядовитое болото, каждый раз, когда враг получает прямой урон ядом, с вероятностью 100% на него накладывается отравление длительностью 15 секунд. Если отравление успешно наложено, дух змеи дополнительно уменьшает наносимый этой целью урон на 10% на 10 секунд. Цели, погибшие в ядовитом болоте, не могут быть воскрешены. Таланты у нее такие же, как и у всех ядовиков, видим, да? Единственное, что, конечно же, есть эксклюзивный. И что у нас в нем? Укус клыков создает ядовитый взрыв в случайных местах расположения 3 врагов на поле боя. То есть, если у нас был взрыв, где он здесь, 3 на 3, вот он, вокруг одной цели, то теперь это будут 3 цели. И давайте посмотрим пробуждение. Первое пробуждение стандартное, после убийства врага лечит на 8%. Второе пробуждение. При срабатывании механики урона от яда, змеиный яд считается дополнительным уровнем отравления. Это то есть у нас змеиный яд, вот эти 15 эффектов будут плюсоваться к количеству эффекта обычного яда. И рассчитываться, как будто бы это у нас еще яд наложен. То есть у нас будет 55 эффектов. А я напомню, что еще у ловкача у нас есть свой яд, отдельный яд. И, насколько я помню, он тоже учитывается как яд при расчете урона. Плюс ко всему у ловкача еще артефакт добавился, да, то есть урон у школы яда значительно вырастет. Навряд ли его хватит на то, чтобы как-то конкурировать на воронке. Но на боссах, там континентальном, финальном, возможно, вполне возможно, что яд сможет уже конкурировать с какими-то из школ. И наконец-то хотя бы заиграет, потому что мы уже реально несколько сезонов про яд вообще забыли, потому что он нигде не используется. А все потому, что урона просто нету. Ну, нормального, то есть конкурентного. Ладно, что у нас дальше? Третье пробуждение, 60 единиц просвещенности плюсом. Четвертое пробуждение, 30% атаки. И пятое пробуждение. Пассивное увеличение мастерства повышается до 5 единиц. Когда мастерство союзника достигает максимального значения, он получает 20% к урону от мастерства. Ну, я не знаю насчет пятого пробуждения. То, что на 20% увеличивает урон от мастерства, это хорошо. Но, судя по описанию пассивного навыка, будет получать она только. Она же вроде бы, здесь написано союзнику, но она же вроде бы союзникам не дает вот этот бонус от мастерства. Она только себе дает.
При этом то, что здесь написано на 5 единиц вместо 2, как было изначально, так у нас порог-то не изменился. То есть те же 200 единиц, она просто их будет набирать быстрее. Ну, если посчитать, да, то это в 2,5 раза быстрее. Надеюсь, мы скоро увидим, через пару недель, когда у нас первая неделя уже континентальных испытаний будет. Может быть, уже с Китая будет информация, да, какие там команды у нас, может быть, появятся новые на боссах. Хотя первую неделю у нас отбивают все-таки командами, которые наносят наивысший урон. И учитывая, что она здесь у нас только появилась, пробуждений будет явно мало у людей. И сразу вот так вот ворваться и конкурировать с теми командами, которые уже есть, а у людей там уже и Таресия на плюс 5, да, и Билдель плюс 5, там и Рук на плюс 5, с ними конкурировать, наверное, в первую неделю она не сможет. И возможно, что мы увидим ее на боссах, ну, минимум на вторую неделю. Что ж, последим и посмотрим, может быть, с тест-сервера какая-то информация появится с Китая. Ну и плюс ко всему, у нас уже нам сообщили, что тестовый сервер именно наш, уже глобальный, тоже подготавливают к контенту 7-го сезона, так как у нас уже первый сезон, получается 6-й сезон уже заканчивается, уже скоро финальный босс, поэтому уже тестовый сервер нам обновляют до контента 7-го сезона, и там уже мы сможем хоть какие-то выводы, может быть, сделать. Но если это будет обновление такое же, как у нас было в 6-м сезоне, да, когда у нас анализис добавили, она была кривая напрочь. Описание на китайском, то есть навыки работали не так, как должны, либо не работали вообще. Проблемы там с анимацией, с эффектами, то есть вообще была сырая очень версия. Надеюсь, с ними будет не как в прошлый раз. Кстати, я только сейчас обратил внимание, вы посмотрите, у нее в платье это как кожа змеиная. И причем она именно такого вида, да, как вот отошедшая кожа змей. Когда они меняют кожу, она у них такая вот высохшая, морщинистая, пожухлая. Только сейчас заметил. Нет, дизайн прикольный. Хочется ее получить, попробовать уже школу яда, наконец-таки заиграющую, наверное. Хотя у меня ловкача нету, артефакта у меня нету. Ну, понятно, что мне дорого это обойдется, если начинать что-то тут собирать. Тем более баннер 1, скорее всего, только один герой у нас будет по гаранту. И от того, что я ее заберу без ловкача, без его артефакта, чисто с латером, мне кажется, урон будет так себе. Но кто еще не видел, давайте я вам покажу. Я уже 100 раз показывал этот ролик и на стримах, и в видео про то, что у нас нового в 7-м сезоне. Но давайте покажу еще раз, здесь, может быть, кто-то не видел. Что она творит на арене? Ну, по крайней мере, на тестовом сервере в Китае это выглядит именно так. Там какой-то кошмар происходит за счет вот этого боевого навыка, который на 3-й секунде, обращу внимание, да, срабатывает. С маской, да, если ее поставить, то минус 3 секунды, то есть до 0. Уменьшится это время срабатывания. То есть прямо на старте она будет делать вот эти взрывы. И если у нас получается талант имеется, то уже 3 цели. То есть 3 цели, ядовитый вот этот взрыв, или как его назвать, будет на старте проходить. Тем более цифры-то здесь урона довольно-таки неплохие. Да, атаки мало, но от мастерства вон прилетает довольно-таки неплохо. Причем, не забывайте, она же еще 3 яда накладывает при этом. И тут же срабатывает еще и пассивка. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.